Приветствую вас, дорогие мои, на канале Ева Оракула Таро. С вами Ева. И сегодня из этого сказочного солнечного места я хочу для вас сделать не расклад, как обычно, а сегодня у меня для вас подарок. Сегодня мы сделаем с вами чтение, кофе, гадание по кофе у нас будет. Мы будем сегодня смотреть совет высших сил. Для вас сегодня на этой чашечке... Ой, смотрите, какой ветер. Сняла очки, чтобы, вот, видите, будет сегодня сдувать. Сейчас я тут устроюсь, и мы обязательно с вами прочитаем эту чашку. Тоже это, кстати, неспроста. Только я сказала совет высших сил, и тут же поток ветра все снес. В общем, сегодня у нас такая интересная чашечка. Настоящий турецкий кофе на настоящей турецкой посуде. Будем сегодня смотреть. Настраивайтесь, возможно, задавайте какие-то свои еще вопросы. Вот. Что еще перед началом расклада хотела обратить ваше внимание. Тра-ла-ла, смотрите, какая у меня новая обновка. И на самом деле это вот такое добавление в мою коллекцию микрофонов. Микрофон DJI мини новой серии. И я хочу вам сказать спасибо. Я решила вот что-то вот с тех донатов, которые идут мне, ваши благодарности именно через донаты на мои видео после просмотров. Я решила за эти первые месяцы ведения моего канала побаловать себя, побаловать вас новым устройством. Надеюсь, на этом новом микрофоне звук будет еще лучше. Ну что, начинаем. Совет высших сил. Как только я сказала совет высших сил, вы видели, чашка просто прямо ее сдвинула. Очки улетели, все улетело. Такой вот ветер. Ну что, начнем. Посмотрим. Очень интересное блюдце сейчас тоже посмотрим. Совет высших сил. Вы знаете, мне такое вот сейчас идет здесь вот на блюдце. Вот я не знаю, что-то я могу вам показать. Видите, я буду так записывать вам чтение, но вы будете, я думаю, понимать все, что мне будет идти. Во-первых, знаете, мне такой идет совет высших сил. Вообще вот эта тема, даже вот сначала мне идет такая идентификация на вас. Давайте немножко поговорим о вас. Первое, мне идет такой момент, как будто, вы знаете, вы сейчас как будто бы вытащили голову. Знаете, вот вы как будто бы такая, хоп, такая вынырнули, трын-дын, вы как это, знаете, как подводная лодка, которая вынырнула из воды, и вы сейчас как бы оцениваете ситуацию, мир. И даже, знаете, здесь такая немножко идет аллегория, как будто бы вы жили какое-то время в каком-то таком, знаете, ветер, в каком-то таком, знаете, как будто бы вот прям под водой какая-то пленка, как будто вы были погруженные в какое-то состояние, и вы сейчас как будто бы пытаетесь вынырнуть, понимаете, посмотреть и понять, о, мир изменился, я изменилась, ситуация изменилась, вообще, что это за мир? У вас такая обсервация сейчас идет пространство. Это может быть касаться чего угодно. У кого-то касаемо личной жизни, у кого-то, вот оно мне прям вот с блюдца шло, у кого-то это касается... Тут еще такой момент, может быть, у кого-то это касается рабочих моментов, знаете, как будто бы такой мне прям идет, как будто бы клювик, как будто бы вы, знаете, вот вы такая птица была нежная, ласточка, воробейчик, а тут вы сейчас должна стать такая птица, знаете, хищная, то есть у вас такой клюв должен быть, и вы такая можете, если что, клюнуть. Почему такой образ идет? Пишите в комментариях, кому это резонирует. В общем, почему-то такой образ идет. Возможно, знаете, вот как будто бы зубки показать. То есть как будто бы вы вас привыкли видеть такой мягкой и нежной, а тут сейчас так складывается жизнь, и вы принимаете для себя внутри какие-то решения, вы внутри себя принимаете какие-то решения, что вы решили, что я сейчас... И вот это, что, знаете, вот вылезе показали, как будто бы вы показали свой голос прорезался, прорезались сами вы. И вот люди, знаете, у меня даже такой момент, что люди вокруг немножечко, знаете, как будто бы рты открывают, такой как будто бы шок. То есть люди обалдевают от того, как вы можете начать разговаривать, как вы можете начать... я покажу вам, кстати говоря, у меня сегодня снова роскошный вид. Вот сегодня, знаете, такой праздничный выпуск. Во-первых, читаю по кофе первый раз на этом канале. Во-вторых, на новый микрофон пишу. Потрясающим. Просто вот самое роскошное место этого города, где я живу, мы сегодня с вами здесь. Я вам в конце покажу обязательно этот вид. Я просто туда смотрю, он у меня перед глазами, а у вас как бы то, что я не вижу. В общем, все раскрыли лед. Вы знаете, вот как будто бы люди сейчас удивлены тому, какая стали вы, что вы делаете, как вы реагируете, как вы отвечаете на ситуации. И вы как бы такая, хоп, такая вынырнули, и вы как бы, знаете, такая вот, как змея даже немножко мне такое идет, знаете, вот такие два образа идут. Или как хищная птица, которая, знаете, вот оперилась и стала такая, знаете, немножко отстаивать свои интересы и права. И вот еще такой образ немножко такой, знаете, как кобра, она такая вот смотрит, такая вот оценивает ситуацию, чтобы в нужный момент сделать свой рывок, свой какой-то шаг, какое-то правильное движение, знаете.
Вот. И, соответственно, помимо того, что это для вас самой немножечко неожиданно, да, все, что происходит, ну, для вас это, знаете, не то, что неожиданно, вы просто никогда такой не были, скажем так. Но для людей, которые вас окружали, ваше поведение, знаете, вот даже каким-то таким резким, борзым, каким-то таким вот, знаете, неожиданно, вот знаете, вот это даже, знаете, какое-то слово хамство такое идет. То есть это, ну, это в хорошем смысле. Просто вы поняли, что вы теперь отстаиваете свои границы, свои интересы. Вот. Это даже не про границы. Вы поняли, что вы будете отстаивать по жизни свои интересы, будете идти туда, когда вам надо. И вы сейчас так шух-шух-шух очень резво. Я же говорю, вот у меня такой образ пришел, самый первый на этот расклад, как будто бы подводная лодка, и она вот эту обзорную трубу, как она, да, и вот такой вот обзор. Что там происходит, да, разведывать так вот, да, чтобы понять, что конкретно нужно делать. Так, что еще здесь блюдце так на солнце быстро застывает, кстати говоря, так интересно. Совсем недавно, кстати, мог быть такой момент, какой-то немножко омрачить что-то могло в состояние. То есть у вас достаточно было хорошее такое настроение, мне идет, что что-то могло омрачить немножко такое ваше состояние, какая-то такая, знаете, ссора, мелкая склока, кто-то вам что-то такое едкое сказал, как будто бы подпортили мне настроение, вам кажется, понимаете? И это тоже не просто так, кстати говоря, потому что вот вы вот в этом в своем новом состоянии, новом характере, как будто бы вы немножечко, знаете, вот чтобы вы как бы ну вот как бы что ли, не заигрывались, да, чтобы вы очень аккуратно, в этой новой энергии своей, достаточно такой бойкой, резкой, да, чтобы вы, знаете, не наступили никому случайно на ногу. Вот что-то мне такое идет, какой-то такой образ. Вот. Поэтому совсем недавно была какая-то такая ситуация, неприятное, едкое, знаете, едкое такое чувство осталось. Что еще? И вы знаете, вот такое ощущение, что вы так, как бы даже так это рявкнули такое в ответ, знаете, но вы как бы тут же такая, так, нет, что-то это не то. То есть вот вы как бы сразу же себя, как бы, знаете, вот одернули, что ли, от этого. Так, ну что, давайте дальше смотреть, что у нас именно на самой чашечке. Знаете, финансовая ситуация у вас будет сейчас, что про вас идет. Давайте сначала посмотрим о вас, а потом уже совет высших сил. Во-первых, в принципе, у вас, знаете, вот эта ситуация, то, что на вас рявкнули, произошла не просто так, накопился за какой-то период какой-то такой эмоциональный фон. Кстати, вот я хочу вам сказать, что я себя сейчас не вижу вообще. Я не вижу, что там. Надеюсь, я хоть как-то по центру кадра сижу или я не знаю, где я там. Очень яркое солнце. Я решила не одевать очки, но простите меня, тут у меня, наверное, может быть декольте, как-то это не сильно прилично выпадать, но уже, извините, такая погода, и мне даже, видите, вот что-то накинуло, чтобы, в общем-то, микрофон было куда прицепить, как обычно. Сейчас какая-то такая ситуация, во-первых, у вас накопился какой-то эмоциональный фон, и такое ощущение, что вот эта вот склока или ссора какая-то, что-то такое произошло. Это произошло для того, чтобы немножко, знаете, с вас пар спустить. Вот чайник уже закипал, знаете, вот надо было немножко крышечку приоткрыть, поэтому то, что эта ситуация произошла, это ничего страшного, понимаете, это даже вот к лучшему, вы немножечко этот пар выпустили. Но вот опять же, сразу же, совет высших сил, вам тут же высшие силы говорят, ты сейчас становишься активной, ты начинаешь как-то активнее себя проявлять, ты начинаешь где-то людям так отвечать, как ты никогда не отвечала, проявлять себя так, как ты никогда не отправляла. То есть привнеси свою любовь и аккуратность, да, к людям, деликатность, милосердность именно к этой бойкости. То соедини эти два качества, понимаете, вот ваших самых главных. Вот новое обретенное и ваше основное качество мягкости вашего сердца, понимаете. Поэтому поднакопились эмоции. Это касается, кстати, и любовной сферы, у кого-то в отношениях, кто-то вышел из отношений тяжелых, там накопилось очень много, и вы до сих пор еще, знаете, как будто бы отмываете, вот мне идет, как будто бы через сито вы промываете какой-то, знаете, вот эмоциональный фон, какой-то песок, знаете, вот, чтобы остались ценные какие-то только камни, а вся шелуха ушла. Боже, какой ветер. Вот мы, кстати, хорошее место. Протестируем новый микрофон. Как он там со звукоподавлением, шумоподавлением. Прекрасное место я выбрала. Ветра. Я себя не вижу, но зато микрофон себя покажет. Дальше что у нас? У вас сейчас начался период накопления финансов, вот я смотрю, вы сейчас задумались, для вас это очень важная тема. Вы думаете, как накапливать, зарабатывать, то есть у вас сейчас такая финансовая нотка, потому что очень такое здесь вот плотную я вижу энергию. Сейчас я вам чашечку покажу, я не знаю, вы ее видите. Так, что еще? Интересная, смотрите какая, я не знаю, вы видите или нет. Там как будто вы знаете, вот то, что если вы недавно смотрели на моем канале расклад «Будущий муж» или у вас или про знакомство, про судьбоносную встречу, это видео для вас.
девочки, это видео для вас. И знаете почему? Потому что здесь вот просто, знаете, вот один за другим, вот паровозиком. Вот вы идете к какой-то своей цели, и вам кажется, я не понимаю, куда иду, но на самом деле туда, куда вы идете, туда, куда вас тянет, этот путь, эта дорожка, это не просто так. Потому что именно по этой дорожке за вами следует уже человек, понимаете, уже дышит вам буквально в затылок. То есть тот, кто смотрит этот расклад, для кого актуальна тема знакомства или встречи, сейчас, знаете, вам уже просто дышит в затылок. Вот мне идет такой образ, понимаете, за вами уже на именно таком энергетическом уровне уже идет такая вот слежка. Но прошлое уже осталось, кстати, позади. Прошлое уже, сейчас я что-нибудь с волосами сделаю, простите, потому что очень сложно мне сконцентрироваться. Вот так вот мы сделаем сейчас, да? Так лучше? О. В общем, вам уже дышит в спину, вокруг вас уже новая энергия мужчины, понимаете? Уже новая идет. И вот у меня даже такой идет момент, что как будто бы между тем, что сейчас с вами происходит, и между вами прошлой и теми отношениями, которые были, уже какая-то пропасть. То есть это уже давно. И то, что я сейчас говорю, там вы просеиваете, это какие-то остаточные моменты. То есть уже все это позади. И вот здесь вот совет высших сил для вас. Вам прям высшие силы говорят, иди. Вот прям вы здесь такая идущая, посмотрите. Вот вы прям такая идете, и за вами уже мужчина, понимаете? Это не очередь мужчин, каких-то рандомных мужчин. Просто к вам какой-то абстрактный интерес. Это какой-то конкретный мужчина, который вам по судьбе, понимаете? Это вот вы даже здесь одинаково с ним размера. Боже, я вот обязательно, это хорошо, что на солнце, представляете, засохло просто как глина кофе. Его так и в дома никогда не засушишь, как здесь на 30-градусной жаре. Но, кстати говоря, тут бывший или бывший муж, или бывший мужчина, с которым у вас уже, знаете, какое-то расстояние здесь прошло, и вы прошли очень такой, знаете, для себя непростой период очищения, как бы отходили вы от этого долга. Этот мужчина, кстати, о вас еще думает. Кстати, не зря сегодня я хотела записать расклад, и сегодня, кстати, руки за картами не потянулись, и я поняла, что будем делать на кофе эксперимент, такой новый формат для канала сделаем. Потому что я себе практически каждый день читаю другим, а на канале еще не делала. Ну, потому что видите, я не могу показать вам чашку, да, то есть это нужно тогда снимать так, а я снимаю уже себя. Ну, пишите, кстати, в комментариях, нравится вам такой формат или нет, будем иногда тоже смотреть на кофе. В общем, здесь такой момент идет, понимаете, что тот мужчина... я что хотела сказать. Сегодня планировала записать расклад. Так, боже, я, наверное, да, там у меня совсем все плохо. Такая позиция. Я просто, понимаете, камера ниже меня, негде ее поставить. Камера ниже меня, и, соответственно, все как бы вываливается. В общем, сегодня с утра хотела записать расклад, потому что идет такая мысль, что есть какой-то мужчина, или бывший, или, может быть, нынешний, но больше бывший идет энергия, какой-то мужчина, о котором вы сама еще иногда думаете. В общем, его мысли и чувства я хотела посмотреть, и что там у него на сердце к вам. Такой был план. Но потом появилась эта чашка, и мне тут же пришло совет высших сил. И я теперь сейчас поняла, почему этот расклад первее пришел ко мне, чем про вашего бывшего, потому что вы уже смотрите вперед. Вы с этим мужчиной, смотрите, вы как гуськом с ним идете. Вы туда, и он за вами. То есть сейчас такой момент, понимаете, совет вам высших сил. Вот тот путь, куда вы выбрали, куда вы держите путь, не думайте, как искать мужчину, не думайте, как я с ним познакомлюсь, где познакомлюсь. Просто идите своим путем, идите к своим мечтам, идите к своим целям. И он будет дышать вам в затылок, он просто найдет вас, по пятам будет, понимаете, по пятам за вами будет идти, да, там. Вот прям вот что-то мне идет такой, я буду целовать песок, по которому ты ходила. Тут у меня просто рядом пляж, и мне сразу такая пришла такой мотив, потому что здесь вот прямо, знаете, как будто бы действительно побережье такое идет, понимаете, кто-то то ли в отпуск собирается, то ли знакомство на побережье. То есть вы как будто бы идете к своей мечте, к своей цели, и там появляется, как бы вот мужчина, понимаете, который именно, вы интересны ему именно такая, какая вы есть, идущая к своим целям, своим желаниям, своим мечтам, понимаете, очень интересная здесь такая чашка. Боже, я не знаю, как вам ее вот показать. Она, кстати, уже засохла, уже, я не знаю, видно вам на камеру или нет. Дальше поехали. Что тут еще идет? В общем, то, что бывший однозначно о вас вспоминает и думает, это не только, кстати, он. Вообще, тут идет такое, что все мужчины, с которыми у вас были отношения, которые были в вас влюблены, такое ощущение, что вы оставили в их сердце, знаете, частичку, не то, что частичку себя, нет, вы себя все забрали, но это был очень яркий след в их жизни. То есть они до сих пор вас помнят. То есть у них, может быть, другие отношения, даже жены и дети, вот у некоторых я смотрю. Но вы как будто бы, знаете, какое-то такое невероятное послевкусие оставили. Вот, кстати, как я здесь, мне
Мне к кофе подали именно в этом месте, ну просто невероятно. Я очень 300 лет не ела лукум, да, подали лукум, ну просто невероятный. Такой прям роскошный. Так вот вы как вот этот сладкий лукум, который он когда-то пробовал, и если ты пробуешь, конечно же, лукум в самом лучшем месте, то в каком-то другом месте ты бы не попробовал, этот лукум будет для тебя никакой. Так вот вы как тот самый удивительный, невероятный вкус лукума, который он до сих пор помнит, вот так. И это, знаете, мне здесь не идет, это вот помимо того, что ваш прям самый последний бывший, или там бывший муж, или прям такие эти вот эти отношения, которые у вас очень были такие, знаете, самые глобальные в вашей жизни. Но вот мне прям идет, что там даже вот раз, два, три, четыре, пять. У кого-то прям они в ряд идут, понимаете? У кого-то было там 5 мужчин, до вот этих больших отношений. Вспоминайте. Сейчас девочки сидят такие на пальцах, да? Ваня, Сережа, Коля, да? Или что там? Начали считать, да? Ну, в общем, да. И все, и вы думаете, только один ваш бывший думает о вас. Я чувствую, вот этот расклад будет непростым про бывшего, про его мысли. Так вот, все те мужчины, они о вас до сих пор думают. Вот это как сладкий вкус лукума, невероятный вкус, который они даже не пытаются его сравнить. Это просто, знаете, вот как ты поехал, там, не знаю, там, куда-то ты поехал в какое-то там невероятно красивое место, там, или что-то ты там, вот ты будешь помнить навсегда или этот вкус, или это место, и так далее, понимаете? Так, дальше поехали, дальше поехали. Что у нас здесь? Ну, вообще мне идет сейчас, что у вас такое состояние, я и то хочу, и то хочу, и туда хочу, и то хочу. То есть у вас как будто бы энергия сейчас появилась. Вот не зря вы как будто бы держите нос по ветру. Вы такая, знаете, спинку выпрямили такая. Вы такая вот, что-то я сидела, так это неудобно. Вот, видите, кстати говоря, вот это тоже, кстати, такой момент, тоже к раскладу идет, что вы очень какое-то время жили, к мужчинам приспосабливаетесь, к жизни, к другим приспосабливаетесь. Иногда бывало, замечали за собой, что можете оглядываться на других, на мнение других, на мужчину. Он вас, понимаете, ограничивал, сдерживал, как будто, вы знаете, такая вот какое-то облако пыли, которое не дает вам вот ясно увидеть картину. А сейчас вы сама себе хозяйка, и вы идете вперед. Девочки, ну вот я не могу сейчас, я не могу от этого уйти, кто-то или уже вот прям в спину вам кто-то дышит, или вы сейчас уже с кем-то вот уже познакомились, пишите в комментариях, у кого-то уже знакомство и встреча произошла, или вот-вот, понимаете, ну вот просто человек прям влип уже в вас, понимаете, сзади у вас за спиной просто стоит, понимаете, здесь вот он прям за спиной, я вам сфотографирую, выложу в телеграм-канал обязательно эту чашечку, как он стоит у вас за спиной, ну невероятно. У меня, кстати, есть закрытый телеграм-канал, я делюсь там локациями, где я снимаю расклады, какими-то своими моментами из своей личной жизни, делюсь, делаю прогноз каждую неделю на Таро, на каждый день карту дня делаю, поэтому заходите, если вам интересно, достаточно такая доступная форма быть поближе ко мне, поэтому присоединяйтесь в закрытый телеграм, буду вас рада там видеть. У нас там формируется такое приятное, теплое женское сообщество. Вот, что еще, что еще? Вы себе сейчас начали намечать много целей, желаний, какие-то хотелки. Понимаете, у вас энергия начала пробуждаться, и это прекрасно. Что еще? Финансы. Очень важный сейчас момент денег. Вы сейчас знаете копеечку, так это себе, так это знаете. Думаете, где заработать, где что сделать, где что как. Как-то, может быть, свои немножко траты пересматриваете, на что важнее. Вот сейчас у вас такое в мыслях может быть. Даже, может быть, сегодня вы, кстати, думали купить то или то. И вы такая думаете, не, ну надо и то, и то. Я хочу и то, мне надо и то, понимаете? Поэтому вам сейчас, понимаете, совет высших сил, вот продолжайте тот вектор, который у вас есть. Вот то, что вы сейчас задумали, относительно чего бы это, личной жизни, отношений, чего угодно, что бы вы там себе не решили, продолжайте придерживаться этого плана. То есть именно на этом пути вас ваше найдет, я бы так сказала. Ваш мужчина, ваше место, ваши деньги, ваша работа, то есть ваша вас найдет. То есть вам обязательно сейчас нужно продолжать идти вот этим своим курсом. И не оглядывайтесь на бывших. Ой, не оглядывайтесь. Я вот не зря сделаю, наверное, может быть, даже там в ближайшие пару дней сделаю расклад про бывших. Вот прям там есть что обсудить, вы знаете. Даже если вы давно уже разошлись, там еще есть что обсудить. Потому что этот человек, вот здесь прям идет такая связка, он вас из своих мыслей не отпускает. И вы даже сейчас, когда я это говорю, знаете, о каком человеке я говорю.
И вам, кстати, даже немножечко это льстит. Вот мне так идет здесь, как будто бы такая корона. У вас разная немножко корона. То есть вы, с одной стороны, у вас есть к нему такие, знаете, вот, ну, вы есть какие-то разные чувства. Помимо того, что есть немножко такое чувство какой-то тоски легкой, есть обиды, есть что-то разочарование, но вот то, что там он обо мне думает, у вас сразу такая, знаете, такая, хопа, такая корона. Девочки, ну как здесь отражается в этой чашке свет, вы бы видели. Я, к сожалению, не могу вам передать, но вот на ту парочку, где вы стоите, понимаете, там прям рядышком отражается прям вот сердечко. Она прям на кофейной гуще внизу, она очень плотная, смотрите. Там прям отражается сердце. Я когда закончу рассказ, фотографирую, все это будет в телеграм-канале. Отражается сердце, понимаете, любовь. То есть у вас сейчас такая любовь к жизни, почему вы хотите и то, и то? Любовь к жизни пробуждается, понимаете? Поэтому мужчина, понимаете, вам сейчас дышит просто в спину. С вами хотят познакомиться, к вами хотят приблизиться, за вами наблюдают. И даже мне такое идет, что вот вы такая идете, понимаете, вы впереди идете, вы даже, вы даже представления не имеете, какое количество мужчин вот так вот на вас как бы заглядывают. И дышит вам в затылок, интересуется вами, понимаете, что там ее, вот как-то вот ее почувствовать, ее увидеть, ее разглядеть, понимаете? Вот она прошла как каравелла по зеленым волнам. Вот у меня тут столько тут каравелл, столько яхт, и вы такая тоже, понимаете? Вот вы как идете. Вы как лодка вот это проходите, и все такие... Я не знаю, то ли недавно был такой момент, что вы как-то так оделись, или у вас был такой настрой какой-то внутри, что вы так шли, и ваша энергия, понимаете, она была ярче вашего даже облика. То есть неважно, как вы были одеты, но энергия была очень яркая. Поэтому совет высших сил, самое главное сегодня для вас, первое, это держать вот этот курс. Вы настолько сейчас на правильном курсе, вы настолько себя сейчас обрели, у вас настолько такой, знаете, вот четкая позиция себя появилась. И вот то, что вот прям даже, вы знаете, такое идет, как будто бы вокруг вас такая, как аура. То есть вы такую оболочку, вы знаете свои границы, самоуважение, самая такая, знаете, вот, боже, какой классный ветер, давай микрофон, покажи, на что ты способен. Это ваш подарок, мои дорогие, за мою работу на YouTube-канале. Это мы с вами вместе, в общем-то, вот такой вот сейчас мы посмотрим, как эта малышка желтенькая. Теперь на каждом раскладе будет какой-нибудь разный цвет, поэтому такая вот желтенькая сегодня малышка для вас. Вот, что я говорила, такая вот аура, понимаете, вокруг вас, защита такая, вы сами себе построили такой, знаете, как купол. И, кстати говоря, мне сейчас подсказывает, идет такой этот поток, что высшие силы вам говорят, вот практикуй это, ставь на себя такую вот защиту, как будто бы стекло, стеклянный купол, чтобы все хорошее в тебя проникало, а весь негатив уходил, потому что вы становитесь яркая, заметная, очень активная. И ваши действия, понимаете, вот вы что-то хотите сделать по-хорошему, многие люди это воспринимают как-то не так, вот я смотрю, вас воспринимают не так. Вы хотите себя проявляться по-светлому, но вашу активность, кстати, может как-то в негатив даже кто-то воспринимать. Такой почему-то идет момент. Ну, давайте посмотрим последний совет. Тут еще мне почему-то блюдце позвало. Давайте, оно-то прям так и застыло. Чашечка, блюдце, вот они какие сегодня красивые. Давайте посмотрим, что здесь еще идет. Ну, у вас будут траты, у вас какие-то хотелки, вы сейчас будете денежку тратить, кстати. Поэтому денежка, вы знаете, будете тратить, она будет появляться у вас сейчас, потому что у вас сейчас такой момент начался, знаете, энергия начала двигаться. То есть я отдаю и беру. У вас сейчас активнее начнет двигаться энергия. Это здорово. Вы знаете, энергичный процесс. И вообще, посмотрите, какой вот там вы, мужчина, который дышит, и абсолютно светлая там чашка, понимаете? Там в прошлом есть о чем поговорить, и мы, кстати, сделаем о вашем прошлом расклад. Но впереди у вас настолько светлая дорога, настолько светлый путь открытый. Вот у вас сейчас все пути открыты. И вот эти все мелкие хотелки, желания, у кого-то, я смотрю, знаете, какие-то вот, знаете, такие вот такие выборы идут. Я могу сейчас так сделать или так. Вот здесь прям выбор идет. Я могу так сделать, этой дорогой пойти или дорогой пойти. То есть как будто бы и какой бы путь ни выбрал, любой правильный, понимаете? Любой классный, любой приведет вас туда, куда вас нужно, понимаете? И у вас как будто бы сейчас только вы одну мечту закрыли, второе желание закрывается, только одно желание воплотили, второе. То есть у вас сейчас, знаете, как аппетит приходит во время еды. У вас начинается очень интересный активный период, кстати говоря. Это получается завершение лета, да, последние летние месяцы, начало осени, даже вот первые такие, знаете, еще недели сентября очень будет активно. И вообще до конца года, кстати, до конца года у вас очень будет период, вот мне прям идет до конца года, такой цикл большой. У вас будет очень много. То хочу, туда поеду, то сделать, то надо сделать, там заработать, там открыть, там закрыть, то сделать. И понимаете, и вот вы на этом пути,
И вам нужно вообще не думать там, где мне искать мужчин. Вам нужно думать, где искать себя, свои деньги, свои желания, свои мечты, свои хотелки. Потому что хотелок у вас тут просто, понимаете? Вот я здесь смотрю, просто хотелок выше крыши. И это классно. И вот на этом пути, когда вы будете идти, понимаете, тот самый мужчина вас догонит, понимаете? Вот вам нужно идти, он вас догонит, найдет вас, где бы вы ни были. Вот прям идет такой. Посмотрите, какая шикарная карта. Карта. Не карта, а чашка сегодня. Вот такая вот она. Очень красивая. И блюдце тоже очень хорошее такое было. Девочки, ну вот такой сегодня. Посмотрите, какая красивая для вас сегодня чашечка турецкого кофе в Турции. Понимаете, турецкий кофе, но турецкая посуде в Турции. Понимаете, где я здесь живу. Поэтому сегодня для вас прям такой аутентичное чтение на кофейной гуще. Ну что, мои дорогие, буду монтировать, узнаю, что там с микрофоном, как он там справился или нет. Пишите в комментариях, что вам срезонировало, нравится ли вам идея делать периодически такие расклады и чтения, разборы именно через кофейную гущу, или вы любите больше на картах меня видеть. Пишите в комментариях, что вам срезонировало сегодня. Подписывайтесь, если вы хотите не потеряться в ленте и встретиться со мной на этом канале. Ну и жду вас всегда на личных консультациях. Вы знаете, что это удивительный, уникальный опыт. Все, кто проходил, знают, как это классно, как это здорово, сколько вы можете о себе узнать, найти ответы на ваши вопросы и просмотреть практически все, что вы только захотите. Поэтому жду вас в комментариях, жду вас в личных сообщениях. Как ко мне попасть на консультацию, есть в описании. До встречи. Для вас была Ева. Я же вам обещала прекрасный вид, конечно. Пойдемте покажу. Ветер как раз успокоился, здорово, чтобы я могла спокойно двигаться. Смотрите, какой вид. Это для вас. Шикарный вид, в шикарном месте, с обновкой с новой, благодаря вам, благодаря этому каналу. До связи. С вами была Ева.